Здравствуйте, друзья! С вами Дина. Добро пожаловать на мой канал «Коллекция рецептов». Возможно, многие из вас уже видели предыдущую подборку праздничных горячих блюд. Но за последнее время у меня на канале появилось много новых интересных рецептов, которые как нельзя лучше подойдут для праздничного застолья. И чтобы сэкономить ваше время, я подготовила вторую часть подборки 10 лучших горячих блюд на праздничный стол. Все эти рецепты есть у меня на канале. Ссылки на каждый из них, а также на первую подборку горячих блюд вы найдете в описании под видео. Смотрите подборку до конца, выбирайте понравившиеся блюда и переходите по ссылкам на полные версии рецептов. Жульен с курицей и грибами. Такая горячая закуска станет замечательным украшением праздничного стола или романтического ужина. Готовят жульен с грибами, креветками, кальмарами и овощами. Это изумительное блюдо очень ароматное, вкусное и довольно сытное. Приготовить жульен несложно, а подают это классическое ресторанное блюдо в горячем виде в маленьких кокотницах. Лосось в сливочном соусе по-итальянски, запеченный в духовке. Это вкусный и нежный деликатес, который хорош и сам по себе, а в сочетании с сочными овощами, итальянскими травами и нежным соусом рождается необыкновенно праздничное блюдо, достойное самых торжественных случаев. Рыба, приготовленная по этому рецепту, очень ароматная, аппетитная и прекрасно подходит в качестве основного горячего для любого праздника. Благодаря удачному сочетанию продуктов блюдо получается довольно сытным, самодостаточным и не требующим гарнира. Вместо лосося можно взять любую другую красную рыбу и подавать к столу с бокалом белого сухого вина. Куриные ножки в пикантном соусе. Это горячее блюдо из курицы идеально подойдет для праздничного застолья. Приготовленные таким способом куриные голени получаются очень вкусными, сочными и мягкими. Мясо буквально тает во рту, а необычный соус придает изысканность и оригинальность этому блюду, а также идеально подходит в качестве подливки к гарниру. Преимущество этого блюда в том, что его можно подготовить заранее и отправить в холодильник на сутки, а то и двое, а запечь непосредственно перед подачей на стол. Таким образом, мясо лучше промаринуется и станет еще вкусней, а за час до прихода гостей вам останется только поставить форму в духовку. Рецепт несложный, на подготовку уходит совсем немного времени, а в результате получается аппетитное нежное мясо с необычным пряным соусом. Запеченное куриное филе с сочной начинкой. Куриное филе – один из самых диетических продуктов и отлично подходит всем, кто придерживается правильного питания даже за праздничным столом. Такое блюдо можно подготовить заранее. Оно порционное, готовится легко и просто из самых обычных продуктов. В качестве начинки используйте грибы, сыр, ветчину, различные овощи, творог с чесноком и зеленью. А кто любит сочетание мяса и фруктов – ананасы, персики, абрикосы, сливы и так далее. Филе получается нежным, с приятным вкусом сочной начинки и запеченного сыра, а румяная золотистая корочка возбуждает аппетит. Такое горячее смотрится очень празднично. Готовить его совсем несложно, а подавать его можно как самостоятельное блюдо или с любым гарниром. Картофельные гнезда с двумя вкусными начинками. Многие из нас любят картофельное пюре, а в сочетании с мясом, курицей, рыбой и грибами тем более. Это простое в приготовлении, но эффектное блюдо прекрасно сохраняет форму. Снаружи оно слегка хрустящее, а внутри очень мягкое и нежное. Преимущество этого рецепта в том, что в качестве начинки можно использовать абсолютно любые продукты, которые хорошо сочетаются с картофелем. Мало того, сами картофельные корзиночки и начинки можно подготовить накануне и хранить в холодильнике, а за полчаса до подачи на стол выложить начинку в гнезда и запечь в духовке. Это вкусное и оригинальное блюдо не останется незамеченным на вашем праздничном столе. Куриные окорочка в пряном маринаде, запеченные с овощами. Это довольно простое в приготовлении, вкусное и доступное горячее блюдо, которое без преувеличения займет центральное место на вашем праздничном столе. Его можно готовить из самых простых и привычных нам продуктов. Главное – правильно подобрать специи и ваши любимые овощи. Тогда результат превзойдет все ожидания и, несомненно, порадует вас и ваших гостей. Этот рецепт удобен тем, что птицу можно замариновать заранее и оставить в холодильнике от нескольких часов до нескольких
нескольких суток. И чем дольше она маринуется, тем вкуснее получается. Благодаря предварительному маринованию и запеканию совместно с различными ароматными овощами, курочка, приготовленная по этому рецепту, получается невероятно мягкая, нежная и очень сочная. Куриные голени в сливочно-апельсиновом соусе. Когда в доме праздник, так хочется порадовать своих гостей, подавая к столу те блюда, которых они не пробовали. Предлагаю замечательный проверенный рецепт вкуснейших куриных голеней, а весь секрет в потрясающем соусе. Блюдо несложное, а главное, уже в процессе приготовления вы почувствуете необычайно вкусный цитрусовый аромат, настоящее предвкушение праздника. Такой праздничный рецепт не раз меня выручал. Даже не сомневаюсь, что вы и ваши гости останутся в полном восторге от этой потрясающей вкуснятины. Лосось под сливочно-икорным соусом. Еще один роскошный рецепт из благородной рыбки. Блюдо не дешевое, но оно того стоит. И если вы хотите порадовать своих родных и близких чем-то необыкновенно вкусным и особенным, рекомендую присмотреться к этому рецепту. Для его приготовления лучше всего подойдет любая жирная красная рыба – семга, форель или лосось. В крайнем случае используйте менее жирную красную рыбу, такую как кита или горбуша. Подаем запеченную рыбу в горячем виде, полив ее сверху изысканным сливочно-икорным соусом. Замариновать рыбу можно накануне и хранить в холодильнике, а запекать ее в духовке и готовить сливочно-икорный соус нужно буквально за полчаса до прихода гостей, чтобы подать это эффектное горячее блюдо в лучшем виде. Приготовленный таким способом лосось получается необыкновенно нежным, с приятным сливочным ароматом, а вкус не передать словами. Это надо попробовать. Классические котлеты по-киевски. Это очень вкусные, ароматные котлеты с золотистой хрустящей корочкой, нежной мякотью и сочной начинкой, которые приводят в восторг любого гурмана. Преимущество этого блюда в том, что полуфабрикаты котлет можно подготовить заранее и хранить в морозилке в закрытой таре. За день до приготовления переложить их в холодильник для разморозки, а затем обжарить и, как говорится, с пылу с жару подать на праздничный стол. Как правило, в ресторанах такие котлеты подают на крутонах с картофелем фри и зеленым горошком. Поверьте, никакие покупные полуфабрикаты, а тем более готовые обжаренные котлеты, которые необходимо подогревать, не сравнятся с теми, что вы приготовите своими руками. Гусь с яблоками, апельсинами и сухофруктами, запеченный в духовке. Это праздничное блюдо – символ рождественского стола, который объединяет всю семью. Гусь, приготовленный по этому рецепту, получается невероятно вкусным, нежным и безумно ароматным. Мясо настолько мягкое и сочное, что практически отходит от кости. Несмотря на то, что на подготовку и приготовление уходит много времени, поверьте, оно того стоит. В результате рождается необыкновенное блюдо. Уверяю вас, что все, кто его попробует, останутся в восторге. Ну что ж, друзья, я надеюсь, эта подборка поможет вам определиться с выбором основного горячего блюда для вашего праздничного стола. Напомню, что ссылки на все эти рецепты, а также первую часть подборки 10 горячих блюд вы найдете в описании под видео. Там же будут ссылки и на другие подборки праздничных рецептов, в том числе салатов, закусок и десертов. Если вам понравилась эта подборка, ставьте лайк и делитесь видео с друзьями. Подписывайтесь на мой YouTube-канал «Коллекция рецептов» и не забудьте нажать на колокольчик, тогда вы точно не пропустите новые видео. С вами была Дина. До новых встреч, до новых рецептов!